Сегодня я хотела просто поделиться впечатлениями от спектакля по Шекспиру «Ричард Третий», где харизматичный тиран добивается власти интригами и убийствами и кончает тем, что его предает окружение и его убивают. Но тут жизнь внесла свои изменения, и спикер американского парламента Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Как это связано с Шекспиром, я объясню позже. Итак, Шекспир в Северной Америке явление редкое, и хотя Стратфордский фестиваль считается одним из самых богатых на классический репертуар, в этом сезоне всего 3 из 10 спектаклей были поставлены по Шекспиру. В анонсе к спектаклю Ричард описывался как странно привлекательный, несмотря на свою совершенную жестокость, поэтому я была заинтригована. Перед спектаклем на пустой сцене стояли декорации, которые вызвали у меня замешательство. С холста хитро щурился лидер Китая Си Цзиньпинь. Еще там нарисован был Путин. Трамп представлял себе такое бледное пятно на холсте, что подразумевало, как я подозреваю, потерю Трампом власти. Сам спектакль, честно говоря, меня разочаровал. Во-первых, сцена представляла собой такую платформу, вокруг которой были расположены сиденья, и актеры постоянно вертелись на сцене, и было очень, например, неприятно, когда какой-нибудь самый интересный момент актер поворачивался к тебе спиной. Честно говоря, актеры гораздо лучше играют лицами, чем спинами. Во-вторых, актеры с такой скоростью тараторили свои роли, а потом убегали буквально рысцой со сцены, что если бы даже я хотела там посмеяться какой-нибудь там недоброй шутки Ричарда, то не успевала, поскольку он уже в это время уже ухромал со сцены. Вот, зато декорации менялись с точностью графика прибывания немецких поездов. И самый неожиданный, например, вывод для меня был, что, глядя как замечательный актер Фьори, которого я люблю еще со времен Риддика, где он там играл главного некромонгера, он так отпахивал спектакль, что становилось понятно, насколько для актера важна физическая форма, что было бы естественным, если бы я сходила на стадион, а не в театр. И возвращаясь к Нанси Пелоси, на канадском радио ведущий задавал вопрос политологу, связана ли острая реакция Китая на посещение Пелоси Тайваня с ее личностью и с ее известным негативным отношением к проблеме свободы и прав человека в Китае. На что эксперт ответила, что для Китая гораздо важнее, что Пелоси занимает высокий официальный пост, потому ее действия рассматриваются как официальная политика Вашингтона. И тут я удивилась, потому что получается, что канадской публике нужны эксперты, чтобы понять, что в автократии любое должностное лицо, тем более высокое должностное лицо, это не человек с собственным мировоззрением, а такой маленький рупор единого правильного мнения. И еще показалось, что, возможно, именно поэтому в компенсацию театр в России так богат оттенками и нюансами человеческой души и личного мнения.